Вы обучились на мастера, знаете все техники, подходящие для губ и для бровей. И вот пришло время для оборудования. Как выбрать машину? Посмотрите, сколько у меня машинок. Настоящий автопарк. Вот мой обзор на каждую, чтобы вы могли выбрать ту, которая подойдет именно вам. А в конце видео я расскажу о машинке, которая универсальна и подходит для любой техники и для любой зоны. Мы разделили типы машин. Короткоходное оборудование начинается от 2,5, 2.0, 1.8, 1.0 есть у Геонсан, да, там вообще чистая вибрация. Среднеходные машины, длиннохода от 2,5 до 3.0 и от 3.0 до 4,5 и выше будут у нас относиться длинноходные машины. Эта шкала придумана лично мною, мы разделили машинки простым перманентным девчачьим путем. Давайте разберемся, какие машины бывают на рынке перманентного макияжа. У меня сейчас в руке Leux Hard с длиной хода 2.0. Давайте покажу обычный штрих сейчас. Здесь мы с вами вот прямо сейчас уже видим, что в работе с этой машинкой, когда сильно не надавливаем на кожу, не очень хорошо выделяется пигмент, то есть очень спокойно, умеренно. Даже можно пониже сделать вольтаж. И очень мелкий пиксель. Если сказать простым языком, то короткоходное оборудование не имплантирует очень глубоко пигмент, что, собственно, позволяет вам работать очень поверхностно. И чтобы научиться работать на короткоходном оборудовании, нужно научиться правильно штриховать. Когда мы работаем короткоходными машинами, штрихи у нас короткие, плотные, внахлёст друг на друга на 80%, так, чтобы был хороший, замечательный остаток цвета и чтобы остатки были хорошими и равномерными. Более подробно про штрихи я рассказала в этом видео, обязательно посмотрите его. Эта машина Leux Hard или любые другие аналоги очень хорошо осуществляют плотный насыщенный прокрас на губах, который я здесь покажу обязательно. Плотные пудровые брови или контурные линии на бровях. Очень замечательно работать на волосковых техниках, и вы не будете где-то глубоко, и пигмент не будет расплываться. Волосок будет однородный, идеальный. Стоит помнить о том, что когда мы работаем короткоходными на толстой пористой коже, конечно же, нужно чуть-чуть надавить на кожу и окунуть край иглы туда в глубину, буквально на срез, чтобы игла и машинка доставили пигмент в сосочковый слой дермы. А сосочковый слой дермы у разных типов кожи находится на абсолютно разной глубине. Поэтому, если вы выбираете тонкую кожу и боитесь, там, допустим, работать с гибридными пигментами, то это, конечно же, однозначно Leux Hard и гибридный пигмент на тонкой коже. И будет у вас замечательный узор. Теперь посмотрим на примере длинноходной машинок. Это машинка Пика. У нее длина хода 4,5. Она относится к истинно длинноходным машинкам. Она мягкая. Вот здесь вот даже просто слышится ее мурчание, она очень нежно работает. При всем при том, что у меня сейчас и в той, и в другой машинке вставлена одна и та же игла с одной и той же жесткостью мембраны. И давайте рассмотрим длинноход. Я обращаю ваше внимание, что у меня пиксель стал крупнее, и расстояние между точками при одной и той же скорости фактически уже крупнее. Узор стал более пушистый, более объемный. Слышно, да, как я бьюсь при легком вообще нажатии на тонкий латекс, бьюсь об парту. Это свидетельствует того, что она очень глубоко проникает в недры самого латекса, и я нечаянно даже ударяюсь. Помним, да, о том, что если короткоходные машины, они очень плавные и очень поверхностно работают, то длинноходы имеют свойство пробивать прям довольно-таки объемный участок кожи. Работа на этой машине осуществляется вообще очень-очень нежно и очень поверхностно. И вы будете получать очень красивый зернистый пиксельный узор. Сейчас посмотрим, как они себя ведут при стирании на латексе. Я стерла излишки пигмента. Здесь замечательно этой машинкой работать, создавая пудровые брови гибридными пигментами или губы в акварели красивой. Эта машина идеально подходит для того, чтобы пробить толстую пористую кожу, либо рубцовую ткань, потому что эта машина толкает иглу более глубоко. Смотрите, насколько ровный красивый пиксель, красивая растушевка, не графичная, а пушистая. В разных направлениях можно укладывать пигмент и получать, ну, просто вау-результат. Без контура, без четкости, с расплывами и с красивой градацией цвета. Чтобы получить плотность прокраса, штрих становится короче, так, чтобы, еще раз повторюсь, не травмировать
слишком сильно лимфатическую сеть. В чем разница вообще, да? Leux Hard, допустим, у него свои красивые губы. Никакой другой машины ты не создашь этот узор. Вот ни одной. Работы абсолютно разные, узоры получаются разные. Результат заживших работ, он может быть одинаковый. Конечная работа, она будет выглядеть совершенно по-разному. Если правильно использовать технику и на этой, и на другой машине, то и здесь можно не получить отека, и здесь. Как правило, сегодня даже те, кто приходит на базовый курс или на курс повышения квалификации, они идут на базу. Потому что они говорят, мне очень интересно, я хочу 6 дней освоить новую вообще историю. Регистрируйтесь на курсы, смотрите и подписывайтесь на наш канал. Еще один тип оборудования – это гибридная машинка. Здесь меняется первое – длина хода путем смены эксцентрика. Там в комплекте 3,7, 3,2. Если я поставлю эксцентрик 2,5, то машина станет короткоходной. Если я поставлю эксцентрик с длиной хода 3,7, она будет чистая длинноходная машина. И вот здесь вот у меня есть такая шайбочка, которая вращается. Жесткость и мягкость. Для чего нужна жесткость, для чего нужна мягкость? Ну, то есть у нас брови – это один тип кожи, и жесткость подложки. Хард-режим, он прям будет контурить, как Leux Hard. Он будет вытачивать линию и делать ее более графичной. Губы – это более мягкая ткань, более мягкая зона, и работать нужно чем-то цепким, чтобы зацепиться. Мягкий режим, soft, он будет давать более пушистую поверхность. И также бывают разные типы кожи. Рубцы – это очень плотная ткань, которую, чтобы не порвать, очень важно работать на мягком режиме, чтобы плавно и аккуратно, атравматично в отношении типа кожи пигмент имплантировался и был равномерно уложен, без чрезмерных травм. Если мастер, тренер, преподаватель понимает, о чем идет речь и как работать, и есть опыт в работе с разными типами кожи, он легко из этой машины сделает машинку, которая идеально подойдет для атрофических рубцов и гипертрофических рубцов. Просто будет менять параметры на машинке, меняя эксцентрики и отворачивая в ту или иную сторону сам вертушок. Для того, чтобы выбор пал на ту или на иную машину, очень важно понимать, кто чаще приходит, возрастные, с чем они сталкиваются и чего хочет получить возрастной клиент, каких именно техник вы хотите, плотности цвета. Вы тренер, вы хотите удивить свой инстаграм красивыми результатами продающими, или вы только за клиентский сервис и вам нужны идеальные заживчики. Очень важно понимать удобство мастера, чем он привык работать. Я всегда говорю, приезжает к нам новичок или там курс повышения квалификации, я говорю, вот тебе лист бумаги, вот тебе ручка. Напиши крупными большими мазками для начала Алена Пестова. И она так пишет. Я вижу, как она держит вообще карандаш. И второй момент, я говорю, а теперь мелко пиши, настолько мелко, чтобы я не увидела. И она начинает писать. И вот здесь я складываю бутерброд. Что она хочет, как она хочет. И разный, вот эта амплитуда штриха, это разный хват машинки. Об этом обязательно поговорим тоже. Это самые главные аспекты в работе. Какими пигментами вы работаете. Гибридными, яркими или же минеральными. И что вы хотите получить. Какой продающий результат вы хотите получить в работе с этими двумя аспектами, да, машинка и пигмент. Вообще все техники в перманентном макияже можно осуществлять, когда у тебя в руках одна машинка. Вопрос не оборудования даже, а техники, которые использует мастер в работе на разный тип кожи. В обиходе должно быть несколько машин для получения продающих красивых вот этих техник декоративных, которые создадут вот эту вот торговую вашу марку. Очень часто задают вопрос мастера, а как определить длину хода? И у меня коробки от машинок нет, я не знаю вообще, что у меня за длина хода. Есть простой эксперимент, который позволит вам понимать, какая длина хода у вашей машины. Первое. Я вывернула кончик иголки в нерабочем состоянии, да, прям вровень с пластиковым носиком. Машинка выключенная. Чувствую, что чуть-чуть я прям капельку цепляюсь перчаткой за край иголочки. И сейчас я включаю оборудование. Вот смотрите, вот насколько у вас выходит иголка в рабочем положении, собственно, это и есть ваша рабочая длина хода. Вот примерно на этом расстоянии игла будет забирать пигмент из самого картриджа и доносить в кожу. Здесь мы видим, что в принципе на этом
расстоянии вылета иглы пигмент достаточно хорошо поступает на латекс. Делаю легкие растушевочные штрихи. И контурной линии то же самое. Все замечательно поступает. Смотрите, если я сейчас выкручу иглу до 4 и попробую имплантировать пигмент, даже если я буду его забирать, короткоходная машина не будет выпускать пигмент на таком просто огромном расстоянии. Ей не хватает этой длины хода для того, чтобы она забрала пигмент и доставила на кожу. Помните о том, что чаще короткоходные машины хорошо подают пигмент на маленьком вылете иглы. Тоже такой же эксперимент делаем. Сейчас выкручу и убираю до момента, когда чуть-чуть цепляться будет, но не сильно. И получается иголка вровень с пластиковым кончиком. Кончик — это вот прям самая крайняя часть носика иглы. Теперь включаю машину, насколько длинная игла выходит за пределы самого пластика. И покажу тут же, в этом положении пигмент поступает на кожу. Вот смотрите, два разных аппарата работают и настроены таким образом, чтобы показать вам наглядно, какая длина хода у Пики и у Леукса. В этом видео вы получите каталог оборудования по перманентному макияжу и шкалу длины хода, где вы сможете определить, какая же все-таки машинка у вас. Я думаю, что это будет очень полезно. Обязательно смотрите, комментируйте. С вами была Алена Пестова. И, конечно же, выбирайте оборудование, чтобы вам было удобно в работе. До скорых встреч, пока-пока.